Если опрессор МК2 перевернулся, он уже проиграл. И сейчас покажу почему. А если ты снова отлетел от трайхарда на перевернутом опрессоре, хватит это терпеть! Сейчас я покажу несколько реально рабочих тактик на делюксу, о которых знают единицы. Я и те, кто уже успел отлететь от моей делюкса. Этот гайд подойдет для всех, кто хочет научиться защищаться от перевернутого опрессора, так как я сам юзаю делюкса пару недель. А в сухом виде на этом видео будет 90% всего моего боевого опыта на этой штуке. То есть мой скилл на ней просто нулевой. Этот парень, он единственный, кто меня сбил на моих тестах. Но причину ты узнаешь немного позже и просто одуреешь от такой прикормки. А именно с тестами мне поможет Страус, это вот этот парень. Он профи на опрессоре, что бы ты сейчас не видел на экране. Окей, начнем. Многие нагибаторы пишут в комментах, что перевернутый невозможно уничтожить. Это не так. Правильно сказать, что его сложно уничтожить. Используя такой баг, чувачки поднимают скорость опрессора со стандартной в 120 до приблизительно 170 при горизонтальном полете по радиусу или даже выше 200, если лететь по радиусу и вверх. Разберем, как это работает в PvP. При горизонтальном полете по радиусу он летит приблизительно со скоростью ракеты Делюкса и даже немного медленнее. При этом, чтобы лететь чисто горизонтально, ему нужно заходить в достаточно рисковый угол наклона опрессора, что повышает риск перевернуться и стать легкой целью. При этом он не может атаковать, так как главная механика атаки перевернутого опрессора — это не автонаводка, а накидывание ракет сверху. Сейчас на тесте у Страуса поставлена задача просто улетать и не атаковать. И на самом деле это играет на руку не мне, а ему. Также надо понимать, что если заспамить его ракетами, он все равно будет вынужден подниматься вверх хотя бы немного. А это очень важный факт. И чтобы сбрасывать высоту, нужно делать рисковый маневр, быстрый полет вниз. А он тоже проходит не особо гладко, особенно если за тобой летят несколько ракет. Как ты уже увидел, при первом маневре вниз он как раз и был сбит в первый раз. Во второй раз у него получилось сделать это четко. Почему я так акцентирую внимание на высоте? Потому что именно используя ограничение высоты карты, скажем, потолок карты, именно с его помощью и связана первая тактика. Мы должны загнать его на самый верх карты. Кстати, лайфхак для пилотов перевертыша. Вы можете перевернуться, как вам сейчас видно, об потолок карты, если у вас случились проблемы в самом верху. Получается, это уже контры опарыша. Ладно, вернемся к теме. Там у него заглохнет двигатель, и он просто не сможет никуда улетать совсем. Поэтому вам важно загнать его под потолок, а ему уметь сбрасывать высоту с минимальным риском перевернуться. Мы так и не провели боевой тест со Страусом, и пока он не атакует, на самом деле достаточно просто уходить, но если бы стояла задача атаки, риск, суета всякая лишняя и так далее выросла бы очень сильно. Но это уже вторая тактика, о ней немного позже. Смотри до конца, их будет целых 3. Сейчас будет первая реальная PvP, которая родит целых 2 неожиданных вывода. Точнее, один неожиданный, а второй просто подтвердит то, что я говорю почти в каждом видео. Чувачок вызвал меня на дуэль, сказал, что он нагибатор высочайшего класса. Ну, это прекрасно. Сейчас, думаю, закроем вопрос быстро по перевернутому. Но что случилось дальше? Ты можешь видеть счетчик выпущенных им ракет. Я не люблю обвинять в чем-то людей, но мне кажется, тут что-то не так. Пишите в комменты, что тут не так. Или, может, я неправильно посчитал, или я чего-то не знаю. Короче, жду мнения экспертов по этому поводу. На самом деле, он еще каким-то образом оказался выше меня, когда я уже уперся в потолок. Я не знаю, может, он считает, что так делать нормально, но как бы мне кажется, что 3 нахрен боекомплекта у опарыша все же нарушают баланс. Пишите ваше мнение в комментах об этом цирке. А мой вывод, который подтвердился, это то, что все трайхарды читеры, так как их цель — победить любой ценой. И вот она, любая цена. А второй вывод пришел уже немного после. А почему я не отключил полет и не поднял нос вверх? Я же мог бы его так очень просто ливнуть, особенно под потолком карты.
И из этого вышла третья тактика, которая будет позже также проверена в настоящем PvP. И, как ты понял, тактики можно совмещать. И, конечно, выдумывать новые. Если знаешь какие-то, возможно, на другом транспорте, то пиши их в комментах. Короче, если что, боезапас опрессора тоже влияет, так как часто хватит даже пару раз дать ему понять, что смысла нет. Но мансить от третьего боекомплекта я уже устал. Так играет чувачок, пусть сам. Да, парень, иди ты в жопу со своими жалобами. Дальше какой-то робокоп напал. Я еще не отвечал сначала, думал, отвалит может. Вы посмотрите на него, это уже похоже на рекламу Red Bull. Чисто когда выпил предтрена. Пишите в комменты, это он на йоге так качнул скорость. Ну, скоростной что-то чувачок совсем сильно жестко. У меня на этом аккаунте нет опрессора, так что сегодня я его санитаром не буду. Тем более, что я по другой теме зашел в игру. Так, кстати, всегда. Зайдешь по PvP снять, никого нет, тишина вокруг. Решил что-то снять по тестам, обзором начинается. Окей, встретил чувачка. История была смешной, будет отдельный видос про него. Короче, на данный момент он сказал мне, что высокий скилл на перевернутом, и я его уговорил сделать 3 боя. И тут будет вторая тактика. Задача твоя — уворачиваться. Благо, когда перевертыш накидывает тебе сверху, то это просто. А если накидывает наводкой, это еще проще. То есть мы уворачиваемся, спамим его ракетами. Врезаемся, не летим под потолок, ну или летим можно совмещать. Короче, задача перевернуть, заставить сделать ошибку. Если что-то, у него задача просто уничтожить меня. Это не тест. Это уже третий именно бой. Еще это уже риск, но можете задеть его сверху, то есть дно. Он может в этот момент слить вас, но вы так шатаете его баланс, так как он на пробеле будет магнититься к объектам. Короче говоря, чувачок в итоге сам отказался продолжать. Я не буду оценивать скилл там чей-то, сами оценивайте все. Пишите мнение в комментах. Я просто показываю тесты, игры с разными игроками. Дальше это часть из одного моего прошлого видео, где как раз именно первая тактика показана наглядно, когда потолок сыграл злую шутку. Но этот чувачок говорил, что уже может уходить и горизонтально. А как я уже ранее сказал, горизонтально он безвредный для нас, просто надо его пинать немного, пока он или не улетит вверх, или не перевернется. Да, ни одна тактика не контрит перевертыша наверняка, то есть нет вероятности 100%. Но, знаете, это точно не дает говорить этим парням, что перевернутый опрессор — это какая-то там имба, которую невозможно уничтожить. Я к тому, что мы можем отбалансировать перевернутый опрессор достаточно просто, как видно. Эти парни еще любят, кстати, после боя говорить. Типа, я просто перевернулся, это не считается. Ну, конечно, не считается. А я просто со снайперки стреляю мимо, это тоже не считается тогда. В том же и прикол, что баланс — самое уязвимое место перевернутого опрессора. И это, кстати, это был мой первый бой на Делюксе в целом. Какая же это имба, если я, нуб, рандомный фармер, просто рипнул задротов на перевертыше с наскока. Ребята, дальше не падайте только. Я залетел в сессию с мыслью, типа, снять бы сейчас бой против перевернутого. И тут чел с вот таким ником, перевернутый, мать его, Цезарь. Что-то мне подсказывает, что это нагибатор высокого уровня. Я чуть в бога не поверил. Начинаю сразу крутить Делюкса, а он нагибатор просто ультра уровня, как я понял. Только ультра вкачанные чувачки используют разрывные патроны на опрессоре. И тут будет третья тактика. Она прям вот тут и тестируется, сразу в бою.
Я делаю это криво, впервые, но этим она и показывает свою эффективность. Мы закидываем нос вверх, когда этот гуманоид зависает над нами, чтобы накидать нам приколов. Но дальше я понял фишку. Мы делаем сальто. Так быстрее снова поймать баланс. Чувачок тоже начал уже и ракеты ловить, то есть на радаре видно, что кружится от них. И дипольные юзать, значит, это уже не шутка для него, а реальная угроза. И в этой тактике нам даже выгодно его опускать вниз. Мы просто летим свободным падением, а он ультует за нами и ловит еще один риск перевернуться. Короче, смотрите просто сами. Чувачки, Цезарь 1.0 RIP. Я предложил ему продолжить, но он вышел. Подписывайся, если хочешь увидеть полное видео с этим боем и историей. Ставь лайки за такую инфу и беги сбивать нагибаторов.